Приветствую вас! Сегодня я расскажу вам о фильме 2019 года «Паразиты». Мы довольно мало знаем об азиатской культуре и образе жизни, поэтому фильмы из этих стран – это всегда некое откровение. В этом остросюжетном комедийно-драма-триллере нам расскажут про классовое неравенство, про то, как живут бедные в Азии, и то, как живут богатые, и какая между ними стоит пропасть. Как счастлив бедный, которому удается устроиться на работу к богатому, и какой ценой добывается это место. Кита Ким работал водителем, но давно уже потерял работу, и теперь влачит жалкое существование вместе со своей женой Чунг Сук и двумя детьми выпускного возраста, в жалкой, полуподвальной квартире. Семья пытается свести концы с концами, складывая из картона коробки для пиццы. Однажды сын Кита Киву выпивает вместе со своим другом Мином, который сейчас работает репетитором по английскому языку для девочки из богатой семьи. Мин уезжает учиться за границу и предлагает Киву занять его место, так как тот в течение последних 4 лет совершенствовался в английском языке, чтобы поступить в институт, но неизменно проваливал экзамен. Киву проходит собеседование в чрезвычайно роскошном и просторном особняке семьи Пак. Он производит впечатление знаниями на миссис Пак и получает работу. Выходя из дома, он замечает на стене картину младшего сына Паков. Под предлогом того, что художественный потенциал того следует развивать, он предлагает нанять в качестве наставника по искусству свою знакомую по имени Чиасика, которая, по его словам, училась в художественной школе в США, но на самом деле это его сестра Ки Чон. После того, как Ки Чон нанимают в дом Пака в качестве репетитора по художеству, для маленького сына Паков Досуна она подстраивает все так, чтобы уволить водителя Паков и заменить его своим отцом Китоком. После того, как Киток нанят, ему удается пристроить и последнего члена семьи Ким, его жену Чунг Сук, нанятую в качестве домработницы после того, как увольняют нынешнюю, когда он говорит, что аллергия той на персиковую кожуру, на самом деле туберкулез. Однажды Паки уезжают в путешествие в сельскую местность. Киток и его семья пользуются этой возможностью, чтобы отметить их ловкую схему и выпить дорогих вин, которые есть в доме. Внезапно приходит бывшая экономка Мунг Ван, которая говорит, что пришла забрать некоторые свои оставленные вещи. На самом деле муж бывшей экономки жил в подвале дома, скрываясь от кредиторов, у которых он занимал деньги для неудачных бизнес-проектов. Из-за странного уважения к своему тайному благодетелю мистеру Паку он работает датчиком движения, включая свет на лестнице вручную, когда кто-либо спускается. Когда Мунг Ванг и ее муж узнают правду о семье Кимов, начинается драка. Киток и его семья умудряются победить, заперев пару в подвале. Мунг Ванг при этом оказывается тяжело ранена. Миссис Парк звонит Чунг Сук, чтобы сказать ей, чтобы та приготовила еду. Из-за дождя те возвращаются, не доехав до места, и будут дома через несколько минут. Киток, Кичон и Киву, которых не должно было быть в доме, прячутся их несколько раз чуть было не обнаруживают, но, наконец, им удается скрыться, незамеченными. Эти трое бегут под проливным дождем вниз по холмам, возвращаясь в свой бедный район, где они обнаруживают, что вода уже по пояс, источные воды затопили многоквартирные дома, в том числе их собственное полуподвальное жилище. Киву бродит по квартире, чтобы найти большой камень, подаренный ему его другом в начале фильма. Трое, вместе с другими бездомными, спят в школе, ставшей убежищем. На следующий день миссис Пак, не зная о проблемах семьи, планирует устроить вечеринку по случаю дня рождения для своего сына и приглашает всю семью Ким принять участие в торжествах. Киво, который чувствует себя ответственным за всю цепь событий, спускается в бункер, неся с собой большой камень с неоднозначными намерениями. Киво обнаруживает, что бывшая экономка умерла от ран. Ее муж нападает на Киву, мужу удается выбраться из подвала и оглушить Киву ударом камня. Он берет нож, ищет в небольшой толпе Кимов и пытается их зарезать. В суматохе он наносит удары только по богатым гостям, поскольку те загораживают ему проход к истинным целям. Он смертельно ранит Ки Джон. Сын Паков теряет сознание от вида крови. Затем муж Мунг Ванг нападает на Чунг Сук.
Киток, горюющий над телом своей умирающей дочери, готовится помочь своей жене, а мистер Пак пытается сбежать со своим потерявшим сознание сыном, крича Китоку, чтобы тот бросил ему ключи от машины. Чунг Сук удается убить мужа Мунг Ван. Переворачивая труп, чтобы поднять ключи от машины, брошенные Китоком, Пак зажимает нос, демонстрируя неприязнь запаха тела мужчины. Киток, который ранее подслушал, как Паки, обсуждая его, описывали его собственный запах как отвратительный, впадает в ярость и ударяет ножом Пака в спину, убивая его. Киток убегает и прячется в подвале, и в конце концов занимает бывшее место мужа Мунг Ван, став датчиком движения для следующих семей, обосновавшихся в поместье. Фильм заканчивается обменом сообщениями, которыми обмениваются Киток и Киву, использующие огни поместья в ночное время как азбуку Морзе. Киву обещает, что однажды он заработает деньги и купит дом, чтобы его отец мог жить с ними. В мечтательной концовке показывают, как Киву уходит по дому с агентом по недвижимости. В реальности, фильм заканчивается тем, что Киву сидит в полуподвальном доме, а Киток все так же прячется в подвале особняка.